Вы не поверите, но из одного кабачка и пары яиц получается вот такая вкуснятина. Покажу, как приготовить мою летнюю шакшуку. Просто, быстро и очень сытно. Разогреваем сковородку с растительным маслом. Нарезаем одну луковицу. Я взяла половинку красного лука и половинку белого. Отправляем лук в горячее масло и обжариваем 3-5 минут на среднем огне. Один кабачок нарезаем кубиками. Это будет основа нашей шакшуки. А вы, кстати, откуда меня смотрите? Я обожаю узнавать, где сейчас готовятся мои рецепты. Напишите в комментариях. Добавляем кабачок к луку. Начинается дружеский пикник на сковородке. Обжариваем минуты 2, и вы уже почувствуете, как вкусно тут все затевается. А что у вас сегодня на ужин? Или вам тоже захотелось завтракать на ужин, как и мне? Режем болгарский перец. У меня здесь смесь красного и желтого. Просто то, что завалялось в холодильнике. Шакшука – это как раз то самое блюдо из всего, что осталось. Есть грибочки, смело добавляйте. Остался шпинат, отлично подойдет. Тут главное овощи, яйца и совсем немного кулинарной фантазии. Отправляем нарезанный перец в сковородку к цукини. Еще раз все хорошо перемешаем. Только посмотрите, такая вкуснятина. Добавляю банку нарезанных томатов, обычная стандартная 400 грамм. Один пучок петрушки мелко нарезаем. Вместо петрушки можете взять кинзу, если любите. А также можете заменить томаты из банки на 2-3 свежих помидора. Нарезали петрушку и отправляем хорошую горсть петрушки к томатам, цукини и болгарскому перцу. Сюда же натираю 2 зубчика чеснока. Я обожаю чеснок, а вы? Он самый лучший усилитель вкуса. Приправляем хорошей такой щепоткой соли и черный молотый перец. Аромат стоит потрясающий. Добавляю 1/2 чайной ложки копченой паприки. И все хорошо перемешиваем. Тушим 5-7 минут, пока наши цукини с овощами не превратятся вот в такой шикарный густой соус. Теперь берем ложку и делаем вот такие углубления. Где-то 4-6 углублений по количеству яиц. В каждое углубление вливаем 1 яйцо. Только представьте, как вкусно получится. Уже выглядит просто невероятно аппетитно, а по вкусу это обед из ресторана. Еще раз сверху немного приправляем солью и черным перцем. Немного посыпаем петрушкой. Такая вкуснятина. Накрываем крышкой и готовим около 10 минут на среднем огне. Уже не терпится посмотреть. Какая красота! Все как следует протушилось, ароматы просто сводят с ума. Вот вам и шакшука без мяса, а вкуснее, чем любое мясо. Один кабачок, всего 1 сковородка, никакой лишней посуды и уже завтрак, который хочется повторять. Если любите такие рецепты на одной сковороде, тогда сохраняйте, делитесь с друзьями и готовьте вместе со мной.